Привет-привет! Сегодня вот в такой красоте, у меня раннее утро, и хочу вам рассказать про предстоящее солнечное затмение. Собрать максимально всю информацию, важную, чтобы вы имели представление, что это такое, и самое главное, как с этим работать, и ни в коем случае не нужно бояться затмений. Затмения у нас происходят каждый год. Да, они имеют свой смысл, свою нагрузку, обязательно что-то привносят в жизнь каждого из нас, но, пожалуйста, не бойтесь, не демонизируйте, это всего лишь ежегодное событие, которое происходит всегда. Я уже рассказывала кратко про затмение в гороскопах на октябрь, можете пересмотреть, но напомню вам по пунктам важные моменты солнечного затмения 14 октября 2023 года. Первое. Похожее затмение у нас уже было 14 октября 2004 года. И если вам позволяет возраст, вспоминайте, что тогда было. Вот сейчас будут похожие тенденции, направления в вашей жизни. Вторая важная информация, так как меня учили, я вам сейчас скажу, поделюсь с вами. Солнечное затмение – это период закладки нового, это период закладки тренда, если так можно сказать. Тот дом, в который у вас попало солнечное затмение, там что-то начнется, что-то будет новое, либо вы символически можете сами заложить какую-то новую историю, новый тренд, и потом это будет развиваться. По поводу развиваться, сейчас произойдет как бы закладка нового, вот в октябре, да, весной 2024 года мы увидим продолжение того, что сейчас начнется. И осенью 2024 года уже есть вероятность получить результат по этим началам. Третье. Затмение 14 октября у нас происходит в 22 градусе знака Весы. И несмотря на то, что я сейчас дальше расскажу, да, персонально для каждого знака зодиака, в какой дом у них попадают солнечные затмения, пожалуйста, если вы умеете, можете смотреть сами свои транзиты, либо просто посмотреть, здесь не обязательно транзиты, на натальную карту посмотреть, где же у вас знак Весы, 22 градус знака Весов. Там у вас будет ваше личное затмение в вашей личной натальной карте. Это на самом деле не так сложно. Если вы можете, конечно, посмотрите лично свою тенденцию, это будет гораздо информативнее. Еще хочется добавить, что у затмений вообще есть такой, знаете, энергетический хвост, который особенно ярко может ощущаться за неделю до и неделю после. Поэтому здесь все-таки не рубить с плеча, не предпринимать каких-то очень необдуманных или каких-то таких, знаете, невзвешенных до конца решений, быть немножко созерцателем, наблюдателем, смотреть на свою жизнь, на людей, на события, происходящие вокруг, как бы немножечко со стороны, наблюдать. Про коридор затмений, о котором наверняка тоже многие слышали, это действительно важный энергетический период, и в отличие от того, что солнечное затмение у нас закладывает какое-то начало, начинает какой-то тренд, да, так освещает буквально солнечное затмение, немножко здесь новый какой-то виток развития событий, то коридор затмений, потом то, что у нас идет до лунного затмения, здесь, конечно, лучше себя немножечко остерегать, поберечь от принятия каких-то решений, в которых, особенно, как я и говорила, вы не уверены. Если вы не уверены в чем-то, если у вас есть сомнения, повремените, потому что этот период не лучшее время для активных действий. Еще одна важная вещь. Весы. Весы у нас, конечно же, про партнерство, про взаимодействие, про договоренности, про умение держать свое слово, про взаимовыгоду, если хотите, про какой-то баланс в отношениях, про дипломатию. Все, что касается партнерства, взаимодействия между людьми, это у нас, конечно, весы. И тут что хочется сказать, что октябрь и ноябрь, в общем-то, тоже в этом плане месяца сложные. Если у вас есть какие-то проблемы в отношениях, не обязательно в личных, да, а вообще в таких близких отношениях, где вы партнеры в том или ином смысле,
то если есть вопросы взаимовыгоды, взаимопонимания, вообще какого-то такого взаимоотношения с друг другом, то в октябре, в ноябре эти вопросы встанут особенно остро и могут быть такими, знаете, триггерами для каких-то ссор. То есть октябрь и ноябрь будут в этом плане особенно сложными месяцами, если вас уже заранее до этого что-то тревожило в отношениях. Поэтому давайте так, помня о том, что это солнечное затмение, это у нас обновление, закладка чего-то нового, создание нового тренда, нового направления, помним об этом, что значит в сфере этого дома, где будет солнечное затмение, там начнется что-то новое. И можете еще как проработку символически сами туда что-то заложить новое. Ну, чтобы, знаете, скомпенсировать немножечко здесь затмение. И поехали по знакам зодиака. Овны, для вас солнечное затмение будет в 7-м доме гороскопа. Опять же, если мы говорим обо всех овнах, повторяюсь, можете посмотреть свое собственное затмение в 22 градусе весов, то посмотрите, где у вас в натальной карте весы и их 22 градуса. 7-й дом, и особенно сильно почувствуют это затмение овны, родившиеся с 9 по 13 апреля. 7-й дом у нас, конечно же, дом отношений, партнерства, супружества, брака, вообще долгих как раз-таки отношений и судебных разбирательств в том числе. Но вот здесь вот по всем этим темам могут начаться какие-то новые истории. Может, вы познакомитесь с кем-то, да, с будущим супругом, супругой, выйдете замуж, женитесь. Хотя здесь, конечно, в зависимости от индивидуальных показателей уже натальной карты могут и зародиться тенденции развода, разлада, да, когда вы, наоборот, возьмете курс на то, что вы постепенно расстанетесь. Здесь такое тоже может быть. Но, в общем-то, здесь начало всего, что касается взаимоотношений партнерских. Может, это будет бизнес-партнерство, может, вы с кем-то сможете заработать больше денег, придумать какую-то более гениальную идею. Ну и, конечно же, личные отношения, долгие. Надо понимать, что это не конфетно-букетный период, не романы, это именно брак, это именно долгие отношения, с которыми мы имеем дело. Ну и суды и так далее. Здесь для проработки, конечно, можете буквально в это время пойти с кем-нибудь попробовать пообщаться, познакомиться. Если вынашивали какую-то идею, да, о партнерстве, предложить кому-то что-то боялись, рискните, предложите в этот день, посмотрим, что из этого потом выйдет. В любом случае у затмения тенденция потом очень долгая, и это может вам сыграть на руку чуть позже. Тельцы, для вас затмение солнечное будет в 6-м доме гороскопа, и это, конечно же, история про закладку новых рабочих, да, ситуаций. Может, вы пойдете на новую работу, у вас будут новые сотрудники, новые обязательства, новая работа. Но это больше, конечно, знаете, про рутинные дела, про обязанности новые, да, либо они у вас прибавятся в связи, например, с новой должностью или новым местом работы, когда нужно снова, да, себя показывать, снова как-то учиться чему-то, возможно, либо у вас, если вы, например, сами предприниматель, разрастется коллектив, будут новые сотрудники, новые люди. И, конечно же, здесь еще история про здоровье, да, здесь может и про образ жизни, расписание такое, знаете, вот рутинное, да, как я ем, как я сплю, когда я встаю, бегаю, занимаюсь ли я спортом, сижу ли я на диете, да, насколько бережно я к себе отношусь. Вот по всем этим темам здесь может быть что-то у вас новое, может вас осенить, что пора бы заняться своим здоровьем, вы начнете там чекапы, проверки, новые врачи в том числе здесь. И что хочется сказать, особенно почувствуют это затмение сильнее других тельцы, родившиеся с 11 по 14 мая. На вас оно может отразиться чуточку сильнее, чем на всех остальных тельцах. Здесь на самом деле при таком положении прекрасно начинать вводить какие-то новые полезные привычки абсолютно по 6-му дому, да, начать бегать с утра, сесть на диету, взять аскезу, ограничить себя в сахаре, в кофе, в алкоголе,
кому что актуально, потому что потом коридор затмений, который у нас начнется с одного затмения по другое, он, конечно, здесь железно закрепит этот результат. Если у вас были такие какие-то вот желания, то это отличное время здесь это начать делать, заботиться о себе. Близнецы, солнечное затмение для вас произойдет в 5-м доме гороскопа, мой любимый дом, как я всегда говорю, потому что охватывает, в общем-то, несколько самых таких, знаете, приятных сфер жизни для каждого человека. Прежде всего, это любовная сфера, такая любовная сфера, которая у нас относится к страсти, к романтике, к конфетно-букетному периоду, когда мы только знакомимся и не можем насмотреться друг на друга, надышаться, да, никогда у нас уже происходит какая-то бытовуха, и мы видеть друг друга не можем, а когда только-только вот, да, все пышет эмоциями и чувствами, это первое. Второе, как следствие, часто после таких отношений уже дети, детская сфера у нас тоже по 5-му дому, беременности, дети во всех их проявлениях. Третье – это у нас творчество, конечно же, часто творчество, которое монетизируется, творчество, которое нам приносит деньги, онлайн, например, бизнес какой-то, тот же вот условно блогинг часто, это тоже у нас проявление себя, да, сцена, вот что-то такое. И, конечно, еще отдых, отпуск, курорты, рестораны, вот эти все приятные вещи тоже у нас по 5-му дому. И отчасти из всего из этого любовь к жизни, позитив, вот эти вот эмоции, это у нас все 5-й дом. Вот по этим сферам у вас здесь что-то может начаться, может быть роман новый, может знакомство какое-то, может вы родите ребенка или беременность та же, да, которая поменяет очень многое в жизни, и как и рассказано, да, сейчас, допустим, беременеете, потом продолжение, и там позже к осени, соответственно, роды, да, это не обязательно день в день все должно случиться, безусловно, да, у нас влияние затмения здесь длительное. Но что хочется сказать, для близнецов особенно сильно почувствуют это затмение, больше других, возможно, близнецы, родившиеся с 11 по 14 мая, вот у вас здесь может это отразиться как-то чуточку ярче, чем у всех остальных. Раки, для вас солнечное затмение произойдет в важном доме, очень 4-й дом гороскопа. 4-й дом у нас, конечно, прежде всего это семья, корни, род, откуда мы, родина, отчий дом, родители. И вообще, когда мы, кстати, в астрологии хотим, знаете, так, как мы говорим астрологи, пошевелить нашу реальность, когда нас действительно что-то в жизни уже не устраивает, и мы не знаем, как это поменять, мы шевелим символически 4-й дом в натальной карте. Там уж надо смотреть, у кого какие управители, что в 4-м доме есть у каждого и так далее. Если вам интересно, приходите на консультацию, обязательно все вам расскажу. Но сейчас, что я хочу сказать, что здесь у вас начнется что-то, может быть, заложено по этим темам. Также переезд. Это переезд, когда мы меняем недвижимость, приобретаем недвижимость, продаем недвижимость, делаем ремонт, переезжаем, уезжаем, съезжаемся, арендуем, покупаем, заключаем договора. Да? Вот эти вот все вещи здесь, важные разговоры с родителями, важные события в вашей семье, именно в родительской семье, как правило. Вот по всем этим вещам здесь может начаться какой-то новый виток событий, да, новый, закладка такого чего-то нового. И, надо сказать, сильнее остальных раков могут почувствовать это затмение раки, родившиеся с 9 по 13 июля. Вот такие вот здесь новости для вас, раки. Наблюдайте, что будет у вас. Сейчас, напоминаю, это будет только начало. Продолжение мы увидим сильно позже. Львы, для вас солнечное затмение произойдет в 3-м доме гороскопа. Если мы говорим обо всех львах, если хотите знать персонально, то, как я и говорила, можете, посмотрите сами, не можете, приходите на консультацию, ссылки всегда в описании, я вам все расскажу, где именно у вас затмение. 3-й дом у нас, конечно, общительный дом, прежде всего, про общение, про взаимодействие с людьми.
про новое обучение. Возможно, вы начнете что-то, да, новый курс какой-то, и закончите его там, к весне или к осени, вероятнее всего. Большой, да, будете чему-то учиться, что-то новое осваивать, или решите, например, вот очень по третьему дому здесь пойти на курсы вождения, или начнете присматривать автомобиль. То есть здесь мы закладываем эту тенденцию по третьему дому. А здесь, как я и говорю, это у нас разного рода обучение. Школьное, кстати, тоже. Может, вы имеете отношение какое-то к школьному образованию, либо ваши дети, вы станете родителем школьника, да, либо заканчивают они у вас, это выпускные экзамены и так далее. Транспорт, автомобили, командировки разного рода, да, здесь тоже соседи новые, старые, знакомые, братья, сестры. Здесь тоже, может быть, что-то у вас начнется с братьями, сестрами, может, вы их хотите перевести к себе, например, или какой-то конфликт даже может случиться, который разрешится только сильно позже, уже к осени. Вот по всем этим сферам третьего дома здесь у вас может быть какая-то новая тенденция, львы. И что хочется здесь добавить, особенно сильно могут почувствовать это солнечное затмение львы, родившиеся с 9 по 14 августа. Вас может задеть оно чуточку ярче, чем остальных. Девы, ваше затмение произойдет во втором доме финансов, заработков, ресурсов, денег. И здесь, конечно, интересно, здесь могут разные тенденции начаться, если мы говорим о том, что у нас в солнечное затмение начинается что-то, закладка какого-то тренда, закладка новой какой-то тенденции, да. Второй дом это, конечно же, все про деньги, как я и сказала. Возможно, вы начнете какой-то проект, который сулит вам большую прибыль, например, да. Либо вообще решите сменить работу, да, но еще не смените, а только начнете вести переговоры, или у вас эта мысль поселится в голове, да, и вы решите, ну, наверное, пора менять все-таки что-то. Может быть, здесь брать в долг в том числе, да, вы что-то возьмете в надежде потом приумножить эти деньги, отдадите только к осени, например, да. Здесь разные возможны варианты, но помните, что они всегда касаются финансов, денег, ресурсов в том числе и внутренних ресурсов, когда вы в себе уверены, насколько вы себя цените как профессионал, как работник, как человек в целом. То есть здесь могут быть какие-то ситуации, которые будут усиливать, я надеюсь, усиливать, да, вашу самооценку, рост вашей уверенности в себе. Может, вы пойдете на какую-то прокачку себя, начнете с психотерапевтом работать, на какие-то курсы, там, да, повышение квалификации, пойдете, от чего себя будете чувствовать увереннее. Да, может, просто начнете больше зарабатывать, и так начнет расти ваша самооценка. Что тут стоит еще сказать? Что особенно сильно и, может быть, чуточку ярче, чем остальные девы, почувствуют на себе это затмение девы, родившиеся с 12 по 14 сентября. Весы, ну, вы, конечно, герои этого солнечного затмения, оно происходит в вашем знаке, в 22 градусе знака Весы, повторюсь. Это символически, в общем-то, первый дом гороскопа, начало, дом вашей личности. И вообще, когда затмение происходит в вашем знаке, это, конечно же, гарантированная история перемен в вашей жизни, закладки чего-то такого нового, что даст вообще перемены спустя долгое время, мощные, большие. Это когда действительно я совершаю что-то такое, от чего потом меняется моя жизнь буквально. То есть я работаю над тем, чтобы поменять свою жизнь в корне, дать новый импульс. Может, это новое образование, новая работа, брак. Себя меняю полностью здесь, потому что по первому дому это начиная от внешности, да, когда я сильно худею или я становлюсь там суперспортивным человеком и наращиваю себе мышечную массу, и у меня теперь фигура просто как со страниц журналов. Вот от этого начиная
до радикального изменения стиля, да, когда я хочу выглядеть так, я буду там более сексуальной, или я буду более сдержанной в своем стиле, или я пойду прокачаю там, как мне выглядеть, какие цвета мне подходят. Вот начиная от всех этих вещей, весы, как вы любите, обычно часто вы любители моды, заканчивая, безусловно, внутренними переделками, внутренними разными такими, знаете, событиями, когда вы потом скажете, что я теперь другой человек, я лучше, я выросла, я вырос, я изменился, меня это поменяло. И действия здесь такие же, то есть вы что-то такое можете начать по этому затмению делать, что действительно потом изменит вашу жизнь. Здесь может быть все, что угодно, повторюсь, от перемены себя внешне до просто переездов, замужеств, разводов, карьеры, учебы. Вы, конечно, главные герои здесь, весы. И нужно сказать, что, скорее всего, почувствуют сильнее, чем другие весы, это затмение весы, родившиеся с 13 по 15 октября. Вот у вас оно может пройти чуточку ярче, несмотря на то, что для всех весов это супер вообще важное затмение. Скорпионы, скорпионы, для вас солнечное затмение произойдет в 12 доме гороскопа. Дом глубокий, необычный, такой очень похож отчасти на вас, скорпионы. Дом тайн, дом какого-то такого мистического уединения, когда мы занимаемся собой, своим внутренним миром, когда мы хотим уехать далеко, уединиться, начиная от условной дачи, заканчивая вообще брошу все, изменю жизнь, уеду на другой континент. А потом здесь, конечно же, наверняка вы уже знаете, это дом разного рода уединения, когда мы ложимся в больницу, когда мы оказываемся в вынужденной, например, командировке или не можем по каким-то причинам вернуться домой, и мы немножко в таком заточении, да. Ну, тюрьмы здесь, конечно, тоже по этому дому. И вот по всем этим темам здесь что-то может у вас начаться, начиная от иммиграции, да, когда вы только вот посеете зернышко, наверное, мне нужно переехать, наверное, я вот хочу, я решил, что я все-таки рискую, да, я начинаю этот процесс, допустим, да, и переедете к осени потом только. Вскрытие каких-то тайн, да, или закладка каких-то тайн здесь буквально, то есть что-то такое может произойти, что вам захочется держать в секрете. И вы тем самым формируете тенденцию нового такого, знаете, секрета в своей жизни, который будете держать вы и кто-то еще с вами, например. Открытие про себя разного рода, да, когда вы вглубь себя уходите, вы из себя вытаскиваете много всего, вы думаете, вы рефлексируете, анализируете свою жизнь и тоже потом какие-то выводы из этого делаете. Здесь такое тоже может быть. Если быть более приземленным, то, конечно же, истории с госпитализацией, с длительным нахождением в госпитале, в больнице, на каком-то ретрите, да, здесь избавление от зависимости, кстати, да, тоже у каждого могут быть свои, начиная от каких-то типа алкогольной, да, зависимости, заканчивая просто психологической зависимостью к чему-то, к кому-то. Вот здесь вот может зародиться тенденция избавления от этого, и это будет прекрасно, скорпионы. Сильнее других, возможно, почувствуют здесь скорпионы, родившиеся с 12 по 15 ноября. Для вас это может быть чуточку ярче. Стрельцы, для вас солнечное затмение произойдет в 11 доме гороскопа, если мы говорим обо всех стрельцах. А если хотите знать более индивидуально, всегда приходите на консультацию, ссылки в описании. Я вам обязательно расскажу, где именно у вас будет затмение, что нам здесь несет новое в 11 доме, поскольку солнечное затмение, как я и сказала, это закладка нового, тенденция новая, новый тренд какой-то, да, такое место, где нужно освежить все, да, задать какой-то новый вектор. 11 дом, конечно же, прежде всего дом общественный, коллективный, да, идейный. Здесь что может быть? Может быть, вы придете в новый коллектив. Это не обязательно работа, чтобы вы понимали. Это
люди, которые вас захватят какой-то своей идеей, какой-то своей историей, и вы скажете: я хочу быть частью этих людей, я хочу быть частью этой компании, этого сообщества, они такие классные, мне так нравится, давайте делать там какое-то дело вместе, начиная от играть в футбол, заканчивая вершить там, не знаю, судьбы океана, леса и природы, да, экологическое какое-то сообщество, волонтерское сообщество, это вот это все 11-й дом. Соцсети здесь, конечно же, вы решите, например, вести блог, созреете, скажете: я решил, я хочу вести канал, писать, снимать, делать что-то в направлении социальных сетей, может быть, зарабатывать через социальные сети, тоже здесь такое может быть, через онлайн вообще какую-то историю, тоже здесь можете начать или, допустим, пойти на курс, да, по ведению там Инстаграма, Ютуба или по заработку через соцсети, и потом уже к осени вы получите результат, например, да. Либо вообще, в принципе, решите сменить здесь направление, профессию, новые планы у вас могут появиться, тоже по 11-му дому, новые и мечты, и планы, когда вы решите, что я хочу вот этого, да, и вот тут вы заложите новое зернышко, новую мысль, начнете что-то делать в этом направлении, у вас это к весне там разовьется, к осени при хорошем раскладе что-то случится, и вы получите результат. Что тут хочется сказать, особенно что ярче других могут почувствовать это затмение стрельцы, родившиеся с 11 по 14 декабря. Вот для вас может оно быть чуточку более значимым. Козероги, для вас солнечное затмение произойдет в важном доме, в доме карьеры, статуса, иерархии, в доме достижений, социальных ролей, в 10-м доме. Если мы говорим обо всех козерогах, если хотите знать более конкретно про себя, то смотрите 22 градус весов, где у вас в натале, либо приходите всегда на консультацию, я вам с удовольствием расскажу, где же у вас, именно у вас конкретно произойдет затмение. 10-й дом очень важен для каждого человека, и здесь, когда происходит затмение там, то здесь, конечно, отличная тенденция закладки чего-то нового именно по темам карьеры, статуса, начальства, социальных ролей. Социальные роли у нас, как вы понимаете, это и я замужем, я разведен, я родитель, я без детей, я одиночка, я в паре, да, вот эти вот я работаю, я безработный, то есть то, как нас видит и считывает здесь общество, социальная роль, здесь любая может у нас начать меняться по этому затмению, и что-то новое привнесется в 10-й дом. Как новая работа, либо мысли о новой работе, либо переход, либо разговор какой-то важный с начальством, потому что у нас 10-й дом здесь про иерархию, конечно, с начальством, который посеет в вашей голове какие-то мысли, которые заставят вас к весне дальше что-то продолжить, а к осени уже, возможно, получить результат. Может быть, это будет повышение квалификации, дипломы какие-то, да, именно по теме вашей работы, по теме вашей деятельности. Здесь у нас тоже это все по 10-му дому. В общем, важное может быть на самом деле здесь происшествие какое-то, либо мысль, либо начало чего-то. И особенно сильно и более, может быть, ярко почувствуют козероги, родившиеся с 11 по 14 января. У вас здесь может быть чуточку важнее, чем у остальных. Водолей, для вас солнечное затмение будет происходить в 9-м доме гороскопа, если мы говорим обо всех водолеях. Если можете посмотреть индивидуально у себя, то я всегда говорю, смотрите, это гораздо информативней. 22 градус знака весы. Если вам с этим сложно справиться, всегда приходите на консультацию, я открыта, ссылки все в описании. 9-й дом гороскопа, интересный, многослойный, важный тоже дом. И здесь что у нас по солнечному затмению? Закладка тренда, закладка нового чего-то. То есть нам здесь подсветит жизнь какой-то новый путь касательно обучения, заграничного или даже не заграничного, но это образование либо высшее, либо выше высшего образования, магистратура, докторантура, вот эти все вещи, либо вы преподаватель, и вы начнете преподавать. Экспертность разного рода, выступления, публикации, научные статьи,
Опять же, курс какой-то может быть, когда вы для других людей, как гуру, как преподаватель, как ментор, разные духовные ценности. Здесь может быть вплоть до того, что вы решите сменить религию, например, и вот вам эта мысль поселится по какой-то причине. Может, вы вышли замуж за иностранца, за человека другой культуры, другой религии, и, соответственно, от вас либо жизнь потребует этого, либо ваши собственные убеждения, а может и мне принять его веру, да, как минимум может зародиться такая мысль. Язык новый тоже, культура, язык новой страны, здесь все это может быть, вы начнете путь этот, да, что а не выучить ли мне, а не понять ли мне, как устроено здесь, в этой стране, чтобы быть ближе к этому обществу. Духовные ценности, язык, образование, менталитет, идеология. Вообще за границей здесь в том числе, да, вот какие-то дела по загранице, здесь водолеи у вас тоже могут начаться. Либо просто будет какая-то, знаете, смена ценностей, потому что смысл жизни, ценности жизненные у нас тоже идут по 9-му дому. И здесь может вас коснуться, что-то там посеять, какое-то зернышко в вашей голове, которое поменяет далее ваши взгляды на жизнь. Особенно сильно могут почувствовать этот период водолеи, родившиеся с 11 по 14 февраля. У вас есть риск почувствовать это чуточку ярче, чем остальные водолеи. Ну и рыбки. Рыбки, у нас с вами солнечное затмение. Если мы говорим обо всех рыбках, приходит 8-й дом гороскопа. Очень-очень, конечно, интересный дом, сложный по-своему дом, в котором вообще много всего зарыто. И если мы опираемся на то, что солнечное затмение — это у нас закладка тренда, закладка тенденции какой-то новой, это у нас начало, да, то по 8-му дому здесь может начаться много всего. Прежде всего, это дом больших финансов, которые не совсем наши, когда мы кредитуемся, когда мы берем в долг у банка, когда в нас инвестируют, когда мы инвестируем, вот эти все деньги, наследство в том числе, да, допустим, вам оставили наследство сейчас, это начнется тенденция, но, как всегда, там нужно подождать, да, какой-то период после входа в наследство, там, и так далее, и, допустим, только к осени вы получите те самые деньги или ту самую недвижимость по этому наследству. Это вот такая история, когда вам кто-то что-то со стороны здесь оставляет. Дивиденды разные, проценты разные, да, вот эти все вещи. Либо вы решите, может, что надо бы, чтобы в меня, там, в мой бизнес кто-то инвестировал. И начнете поиск инвесторов, начнете поиск людей, готовых в вас вложиться, разделяющих ваши интересы, тоже горящих от вашего там проекта, например. Здесь такая история тоже может быть. Разного рода трансформации внутренние, конечно же. Курс психотерапии прекрасный, да, курсы вообще самопознания какого-то, после которого вы выйдете другим человеком. Но справедливости ради, здесь надо сказать, что здесь и события могут быть какие-то такие не самые простые, которые вас в итоге трансформируют. События сложные, да, могут быть такие полудепрессивные какие-нибудь, немного ломающие, немного впечатляющие, так скажем, вашу психику, ваши чувства, ваши эмоции, расшатывающие их. Такое тоже может быть, что здесь что-то начнется и будет вот держать вас, знаете, в таком неком напряжении. Из хорошего сексуальный опыт. Сексуальный опыт тоже здесь. Может, вы с кем-то познакомитесь или начнете сами, не знаю, там, изучать какие-то новые вещи, тантру, еще что-то, да, какие-то техники необычные, полюбите новое направление там, в сексуальных практиках и начнете активно это изучать. Тоже по 8-му дому здесь и как сексуальный опыт, партнер, тот человек, с которым вас именно связывают интимные отношения, так и тенденция собственного развития в этом направлении. Деньги, психотерапия, трансформации, вот эти все вещи. В общем, 8-й дом у нас отвечает за любые изменения нас через какие-то острые, яркие состояния. Понимаете, да, когда мы что-то такое испытываем, что потом говорим: вау, я теперь другой. Вот здесь вот такое. Ну и плюс, как я и сказала, деньги. Особенно сильно здесь могут почувствовать рыбки, родившиеся с 11 по 14 марта. У меня день рождения 11 марта, я уже в предвкушении, что же там такое может
заложиться. Но, опять же, это тенденция для всех рыб. Если вы хотите знать более индивидуально, всегда смотрите у себя 22 градус весов в Натале, либо приходите всегда на консультацию. Ссылочки в описании, я вам расскажу, где именно у вас будет затмение. Ну, вот такие у нас тенденции на солнечное затмение. Коротко, не переживайте, берегите себя, все будет хорошо, это не страшно.